Всем привет! Сегодня я покажу, как установить практически любую посудомоечную машину, навесить фасад и подключить к воде и канализации. Она уже распакована и готова к установке. Об этом у меня уже есть другое видео, ссылку на него я оставлю в описании. Неважно, какая у вас модель посудомойки, процесс установки примерно одинаковый для любой модели. В моем случае это Beko DIS 25010. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новых видео. Встраиваемая посудомойка устанавливается между двумя тумбочками. Нежелательно ее размещать рядом с холодильником или отдельно стоящей плитой. Итак, начнем установку. Для стандартного размера посудомойки ниша должна составлять не менее 60 сантиметров. В моем случае машина узкая, и для нее нужна ниша минимум 45 сантиметров. Может быть немного больше, но не более 5 миллиметров. Иначе между корпусом и стенкой тумбочки получается некрасивый зазор. Обратите внимание, корпус посудомойки не 45 сантиметров, а 44,8. То есть, если у вас ниша ровно 45 сантиметров, то образуется зазор по 1 миллиметру с каждой стороны. А теперь посмотрите. Тут есть такие резиночки. Они закрывают щель между тумбочкой и посудомойкой. Естественно, если расстояние между тумбочками будет больше 5 миллиметров, образуется некрасивая щель. Для начала убедитесь, что на доступном расстоянии от посудомойки находится розетка. Если ее нет, то нужно установить. Идеальным вариантом будет отдельная розетка с собственным автоматом, размещенная за соседней тумбочкой. Нежелательно размещать ее прямо за посудомойкой. Потому что, во-первых, в розетку может попасть вода, а во-вторых, вы не будете иметь к ней свободный доступ. В монтажном комплекте идет инструкция по монтажу, шаблон для крепления фасада, такие вот крепления и уплотнитель. Он крепится согласно инструкции к дну посудомойки. Сейчас будем его крепить. Снимаем защитную пленку и клеим согласно инструкции с обтеканием ножек с внутренней стороны. Приклеили. Этот уплотнитель нужен для звукоизоляции. И, скорее всего, он нужен только для посудомойки Beko. В вашей модели его может и не быть. Теперь нужно приклеить вот тут внизу столешницы такую защитную ленту. Она защитит ее от горячего пара. В моей посудомойке, как и во многих других, эта лента сделана из фольги. А вот, например, в моделях Bosch используется металлическая пластина, которая прибивается гвоздями к столешнице. Например, в Electrolux используется резиновая лента. Но функция у них у всех одинаковая. Чтобы приклеить ленту, нужно ее завести на стенку тумбочки. Поэтому придется сделать надрез. Снимаем защитную пленку.
установить. Лента наклеена. Переходим к следующему этапу. Перед тем, как вставить машину в нишу, протягиваем шланги к месту подключения воды и канализации. И включаем в розетку. Так как розетка у меня будет за посудомойкой. Все, задвигаем. Сдвигаем нишу. Я задвинул посудомойку в нишу. Осталось теперь выровнять по горизонтали. Для этого мы используем отвертку. И делать будем с помощью ножек. Вот ножки. Это передние ножки. Вставляем отвертку. А сначала выравниваем с помощью передних ножек. А потом выравниваем задние ножки с помощью отвертки. По часовой стрелке вверх, против часовой стрелки вниз. Очень удобно у бека, что регулируется каждая задняя ножка. Вот и вот. В многих моделях есть один винтик, и он поднимает сразу две задние ножки одновременно. Тут можно регулировать по очереди. Желательно, чтобы посудомойка стояла идеально по уровню горизонтальной проекции. И чтобы отклонение было не более 2 градусов. Теперь осталось вставить такие крепления вот в это отверстие. С помощью них мы прикрутим саморезами посудомойку к столешнице и к боковой стенке тумбочки. Обратите внимание, производитель бека предоставил эти крепления в таком виде. Эту часть крепления нужно изогнуть по одной из линий изгиба, отмеченным точкой. Изгибать нужно в зависимости от расстояния от посудомойки до стенки тумбочки. Если у вас практически нет расстояния, то есть ниша 45 сантиметров, изгибаете по первой линии. Если у вас 2-3 миллиметра, по второй. Ну и если больше, там, к примеру, до сантиметра, по третьей. Я изгибать буду по второй, так как у меня есть определенное расстояние, определенный зазор между посудомойкой и стенкой. Другие производители предоставляют в комплекте уже изначально изогнутую заготовку. Эту я уже изогнул. Сейчас будем гнуть.
Все. Крепление изогнуто. Теперь вставляем в отверстие. С этой и с этой стороны. Выдвигаем нишу и проверяем, правильно ли мы погнули. Надо чуть-чуть подогнуть. Пробуем еще. После того, как мы поставим фасад, мы прикрутим саморезами к стенке соседние тумбочки и к столешнице. Все, теперь выдвигаем посудомойку обратно и начинаем монтировать фасад. Сейчас мы приступим к самому сложному этапу установки посудомойки – крепления фасада. Производитель предоставляет вот такой вот шаблон. К сожалению, по ошибке мне положили шаблон от 60-ки. Можно было обратиться к производителю и попросить его заменить. Но я не стал терять время и укоротил его сам на основе чертежа из интернета. Теперь мы прикладываем его к обратной стороне фасада, обязательно к обратной. В принципе, производитель рекомендует прочертить ровно посередине линию. Я так и поступлю. Я приложил шаблон, прикрепил его малярной лентой, чтобы он не скользил. Как видите, этот шаблон универсальный, он предназначен для фасадов разной ширины. Поэтому нужно выравнивать этот шаблон по центру. У других производителей шаблон равняется размеру фасада и выравнивается по углам. Намечаем точки вкручивания шурупов и помечаем их шилом. Я уже пометил. Теперь снимаем шаблон и сверлим две дырочки сверлом на 2 мм. Начинаем сверлить, главное не просверлить глубоко и не испортить фасад. Берем пластиковое крепление и с помощью саморезов прикручиваем их в намеченные дырочки. Производитель рекомендует использовать не шуруповерт, а отвертку. Поступим так, как рекомендовал производитель. Теперь примерим, правильно ли мы это сделали. Вот эти крепления должны попасть в углубление.
Как видите, все нормально. Продолжаем устанавливать фасад. Теперь нужно прикрутить ручку. Итак, ручка уже установлена. Теперь нужно прикрутить фасад. Вот эти верхние крепления прижимают фасад к верхней части. Чтобы зафиксировать нижнюю часть, мы используем двухсторонний скотч, который шел в комплекте. Оказалось, это липучка. Одна сторона клеится к дверце, а вторая к фасаду. Все. Фасад прилип к дверце. Получается, уже двигаться внизу не будет. Но, чтобы крепко держалось, согласно инструкции, прикручивается двумя саморезами дверца фасада. Открываем дверцу. Выкручиваем два самореза. Теперь вместо коротких саморезов берем саморезы на 43 мм, которые шли в комплекте, и закручиваем. Производитель рекомендует делать это отверткой. Саморезы прикручены, фасад уже хорошо держится. Единственный совет: не меняйте вот эти саморезы, которые шли в комплекте, на другие, обычные. Эти саморезы сделаны из нержавеющей стали, естественно, ржаветь не будут. Обычные со временем поржавеют. Теперь мы можем поставить назад вот эти крепления. Теперь выставляем фасад, чтобы не было щелей, чтобы было все ровненько. Ну, вроде бы все хорошо. Все, вкручиваем крепление. А теперь с другой стороны. Теперь осталось с помощью таких саморезов прикрутить корпус посудомойки к тумбочкам. Теперь с другой стороны.
Все, машинка прикручена, она теперь не будет у нас двигаться. Осталось только подключить воду. Итак, начнем подключение к воде и канализации. Подключать воду я буду вот к этому кранику. Но если краник давно не работал, желательно слить водичку. Там может быть какой-то мусор. Да, водичка чуть-чуть грязная. Ну, чтобы он не попал в посудомойку. Берем шланг, проверяем, чтобы была резиновая прокладка. И хорошо прикручиваем. Достаточно прикрутить хорошо руками. Сильно гаечный ключ не нужно использовать. Главное не пережать прокладку. Открываем и проверяем. Ну, проточек никаких нету, все нормально. Если у вас не установлен краник заранее, не беда. Нужно найти место, где подключается смеситель к холодной воде. Откручиваем шланг смесителя, предварительно перекрыв воду, и вместо него прикручиваем тройник. С одной стороны прикручиваем шланг, с другой стороны краник для подключения посудомойки. Слив воды я буду подключать к сифону. Резиновый патрубок одевается на штуцер и крепится с помощью хомута. Если у вас обычный сифон, его придется заменить. Итак, начнем. Снимаем заглушку. Желательно проверить, у вас должен быть обратный клапан, чтобы вода из сифона не затекала в посудомоечную машину. Берем шланг, одеваем на него хомут. Производитель посудомойки предоставил вот такой вот хомут, но я купил другой. Мне кажется, он будет более надежным. Он прикручивается жесткой отверткой, а этот по принципу пружины. Нажимаешь, он расширяется, отпускаешь, он сжимается. Одеваем хомут и натягиваем шланг. Теперь отверткой зажимаем. Это делается для того, чтобы он не слетел в момент, когда посудомойка будет откачивать воду. Так, ну что, зажали. Думаю, достаточно. Есть другой вариант подключения слива напрямую к канализации. В раструб канализации вставляется тройник. С одной стороны подключается слив сифона, с другой стороны слив посудомойки. Итак, посудомойка подключена к воде и канализации. Теперь можно делать первый запуск. Об этом у меня будет отдельное видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будет еще много интересного.